Да, да. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. С вами по-прежнему Татьяна, Алексей, Станислав, Дмитрий. Всем привет! Наш канал «Мы в Испании». Сегодня у нас автовыпуск. Для тех, кого интересуют автомобили, оставайтесь дальше, смотрите это видео. У нас сегодня тест-драйв. Кого интересуют электромобили и тема электромобилей, и в целом электричество, солнечных панелей, тому будет очень интересно узнать, что в мире существует первый автомобиль не только Tesla, но еще и китайские флагманы, очень интересные и не менее функциональные. Сегодня, друзья, мы выбрали для тест-драйва автомобиль iWays U5. Компания iWays была основана в 2017 году бывшими топ-менеджерами концерна SAIC и китайского подразделения Volvo. В разработке участвовали инженеры Audi и Ferrari, и некоторые технические решения, вероятно, они позаимствовали от автомобиля Volvo. Мощность двигателя автомобиля iWays U5 составляет 150 кВт, 204 лошадиные силы. Время быстрой зарядки от 20 до 80% 35 минут. Цену на автомобиль, запас хода и расход электроэнергии мы озвучим чуть позже. Итак, друзья, мы поехали. Ну, могу сказать, что это кроссовер, и поэтому здесь достаточно высоко расположены все детали, и очень удобно вот спускаться по ребрикам, то, что мы сейчас и сделали. Еще один момент хочу сказать, сразу пока по ходу. Ну, руль регулируешь, руль да? регулируется вручную здесь. Угу. Самое, что бросается в глаза, это то, что руль очень легкий, очень легкий. Кто ездил на старом Туареге 2008 года, вот примерно такие же ощущения. Так, а если сравнить с новой X3 руль? Сейчас мы по ходу посмотрим. Давайте сравним с новой X3, потому что там было рулевое управление для меня немножко некомфортное. Сейчас Алексей посмотрит и скажет. Но я, например, сразу вижу, что очень мягкая машинка, очень. Автомобиль очень бодрый, динамика прям радует. Ну, так как это электроавтомобиль, резвенький, вот прям весь. Естественно, набирает скорость очень мгновенно. Приятно работает без всяких замечаний система этих слепых зон. То есть вот автомобиль обгонял, то есть примерно как на Туареге. Вот, ну, едем дальше. Легкий шум присутствует, именно мы слышим качение самих покрышек. Угу. Если бы здесь были бы двойные стеклопакеты, как на более серьезных старших моделях, то было бы, конечно, вообще все супер. Но учитывая то, что здесь не работает двигатель внутреннего сгорания, конечно, езда достаточно комфортная. Не нужно перекрикивать орущий мотор. Очень приятно. Я слышу слегка работу электромотора, очень много систем, я вижу, что тут и помощь, и показывает знаки, показывает скорость, удержание полосы, активный круиз-контроль полностью с торможением, помимо этого экстренное торможение здесь тоже присутствует. И вот сейчас у нас, кстати, у нас на каком режиме сейчас, эко стоит или нет? Спорт, сейчас спорт режим. Я вижу и чувствую, что когда сбрасываю газ, идет рекуперация такая легенькая. Сейчас попробую переключить в эко-режим. Вот это нормал, вот это эко. И посмотрим, как отличается эко-режим, именно рекуперативное торможение. Ну, скажу так, вот я газ сбросил, вернее, ногу убрал с педали. Полного торможения нет. Но при нажатии на тормоз включается рекуперация по максимуму, и чувствуется, что автомобиль в основном тормозит за счет рекуперативного торможения. Это очень здорово. Ну что, выезжаем на трассу. Ну, разгон могу сравнить, чтобы проще было понимать. Разгон, наверное, ну, такого достаточно кроссовера, где-то 200-225 лошадиных сил. И машина разгоняется очень здорово.
Сейчас посмотрим на трассе, как он едет и сколько мы израсходуем заряда. Ну, вот разгон до 115 вообще прям просто мгновенно. Сейчас я включу круиз. Видишь, убрал, машина сама подруливает. Она сама подруливает, держится в полосе. Да. Грубо говоря, вот я убрал руки вообще. Ну ты совсем не убирай руки. Не будем рисковать тест-драйвом автомобилем, но Сейчас мы отъедем в такое место, когда полоса будет достаточно чёткая. комфортно все равно. Вот немножко шум присутствует, шумнее, да, чем в Туареге, но комфорт, именно подвеска, мне кажется, вот как в Туареге, похоже очень, приближенно. Вообще ощущение, как Volkswagen Мне Touareg. мягко. Мне тоже очень мягко идет. Хотя здесь подвесочка чувствуется жесткая, не как в пневме, а как пружинная именно. Но за счет того, Да, что очень. снизу находится батарея и достаточно комфортно ехать. Еще один момент, кто ездит и путешествует на дальние расстояния, периодически бывает, что когда человек устает, он может там съехать с полосы там, или вильнуть, то здесь вот сейчас стою на активном вот этом помощнике движения по полосам. Он сам помогает, я вот, допустим, отворачиваюсь, а руль чувствую, что поворачивает в нужную сторону. В принципе, очень удобно. Еще хочу сказать по поводу обзора этого автомобиля. Обзор достаточно нормальный, стойка не мешает, стойка вынесена немножко дальше. И хорошо просматривается и левая часть, и правая. Зеркала просто отличные, потому что во многих автомобилях очень тяжело, в том числе вот на том Opel, которым мы сейчас ездили, зеркала очень маленькие, не совсем удобные. Следующее еще хочу сказать, очень удобные помощники. И на трассе, когда едешь, разгоняешься до впереди идущей машины, когда расстояние сокращается, машина сама притормаживает, рекуперативно начинает тормозить. И если нужно, то применяет еще и экстренное торможение. И очень удобно, все-таки, еще раз повторюсь, это удержание в полосе здесь реализовано. Вот сейчас я искала здесь на пассажирском сиденье бардачок. Мне Алексей сказал, что бардачка нет, есть вот такие крючочки. Ну, для меня это, наверное, маленький минус. То есть я не могу туда сложить ни перчатки, ни расчесочку, ни косметичку. Не шоколадку. Минусик. Ну, вот так вот, если совсем уж потыкать, то немножко какие-то жестковатые моменты. То есть вроде бы все красиво, вот тут мягенькая, здесь кожа, а вот это жесткая вставочка. Ну, это так вот, если уж придираться. А мы едем дальше, друзья. Навигатора здесь нет, да? Это базовая версия, но сюда можно подключить свой телефон, и он будет транслироваться на большой этот. Мы сейчас на остановке попробуем все это сделать, выполнить и показать вам. Еще один так называемый маленький минусик, который я хотел рассказать, это все-таки о батарее, о электромобилях, которые, ну, многие рассказывают различные там былицы, небылицы, но я хочу сказать, что этот автомобиль мы когда получили, заряд был 98%, на видео мы потом покажем, и пробег был порядка 398 километров запас хода. По трассе мы ехали достаточно быстро, скорость была там, ну, 120 км в час, режим выбрали спорт, то есть максимально, полностью мы старались не жалеть заряд, и сейчас запас зарядки показывает 90%, то есть 10% мы, грубо говоря, или 8% мы убили, и пробег показывает остаток 342 километра. Мы проехали где-то порядка 30 километров, а по запасу хода съело 50 километров. Но это, повторюсь, мы ехали в режиме спорт и полностью не экономили. Ну, давайте я спрошу сейчас наших мальчиков, как вам сзади? Достаточно места? Касательно задних пассажирских мест, тут очень интересно реализован кондиционер. Все это очень удобно. Однако, есть один момент, замечание. Значит, вот не понравилась вот эта штука. В автомобиле за 39-40 тысяч можно было сделать нормальные подстаканники, но обычно в подлокотниках делается открывной, закрывной вот этот сундучок. Потому что вот эта штуковина, она кусает локти. Ладно, а по количеству, по размеру места втроем там можно сесть? Комфортно Втроем или нет? можно сесть, места очень много, и вот мы вдвоем сидим, и достаточно много места. Примерно Ногам удобно? Ногам удобно, примерно как в Volkswagen Tiramont, ну или Touareg.
Все, В едем целом, дальше. Маленькие всякие шильдики, все это очень красиво сделано. Вот ты как считаешь? Я считаю, да, и похожий стиль, похожий на Теслу. Именно цвет кожи, цвет салона и вот эти все вставки железные. Даже форма передних сидений слегка повторяет форму сидений в Тесле. Кстати, Стас навеял мысль, когда мы ездили на Тесле, Model S был 85D, то мы ездили в Дубай, Tesla такси, и мне показалось, что Тесла была намного жестче и громыхала намного сильнее. Здесь автомобиль идет значительно мягче. Вот это мое сугубо мнение. Дорогие друзья, подъезжаем к зарядке. Продемонстрируем вам и научимся сами, как пользоваться зарядкой для электромобиля. Вот Здесь она у нас уже. Tesla Wall зарядочка. Мы к ней подъезжаем. Зарядка у нас находится, розетка впереди. Сейчас выйдем, все вам покажем. Очень приятно, никаких отключений не нужно сделать. Нажимаем кнопочку паркинг и все, машина выключена. Открываем дверь и автомобиль готов. Друзья, мы сейчас вам показываем, как будет заряжаться автомобиль. И, в общем, я хочу сказать, что делаю я это в первый раз. Обычно заправлять автомобили бензиновые и дизельные я ненавижу. Никогда это не делаю, потому что пахнет вечно топливом. Здесь такой проблемы у меня не будет. Называется лючок просто, одним нажатием женского пальца. Да, сразу я прокомментирую. Значит, в этом автомобиле есть первый разъем под тип 2, Type 2, и есть для быстрой зарядки. Будем пользоваться тесловским, скажем так, домашней зарядкой, и нам нужен будет только тип 2. Что я делаю? Беру зарядное устройство, да? Да, я параллельно комментирую, что пока вы не включили автомобиль в зарядку, здесь напряжения никакого нет, то есть бояться не надо. Я как специалист вас могу проконсультировать. Значит, процесс зарядки такой, когда разъем соединяется в автомобиль, по вот этим двум контактам SP и PP идет сигнал, что автомобиль подключен к такой-то емкости аккумулятора, и только после присоединения автомобиль дает сигнал на подключение зарядной станции. Зарядная станция включает контроллер. В общем, давайте пробовать. Я никогда это не делала. Делаю впервые. Скажу вам, сложно это или нет. Достаточно просто, да. Все достаточно просто. Друзья мои, девушки, женщины, кто будет смотреть, электромобиль не страшный, он хороший. Видимо, любой электромобиль, потому что вот так вот зарядить его достаточно просто. Ни запаха бензина, ни какого топлива на руках. Руки у меня чистые, можно не снимать колечки, чтобы не бояться испачкать маникюр. Ну и не обязательно надевать перчатки. Тем временем он у нас будет вот так вот заряжаться. Ну, я пока хочу показать вам дверки. Закрывается замочек, открывается. Зеркала регулируются. Ручечка такая хромированная, удобная. Кнопочки тоже, управление, закрытие, открытие окон. Заблокировать, я так понимаю, заднюю дверь. В общем, все нам то, что напоминает Touareg, BMW. Достаточно удобненько. И вот то, что я говорила, автоматическая регулировка сидений. По высоте, вперед-назад, вот такие вот креслица с боковой поддержкой. Понравились, очень удобно. То, что вот они такие вентилируемые, тоже удобно. Светлые, которые не будут нагреваться в Испании, соответственно, на жаре. И вот с такой вот перфорацией достаточно удобно. Ну и, соответственно, друзья мои, легко все это дело убирается назад, закрывается. Вот так вот простенько. И все. И можно ехать дальше. Ну что, друзья, после выставки в Гуанчжоу, которая была в 2021 году осенью, Китай представил такое большое количество автомобилей, электромобилей, и почти на всех автомобилях вот такие вот ручки. Ну, кто-то их сравнивает там со всякими спорткарами, болидами, суперкарами. Не знаю, удобно или нет. Сначала мне показалось, что неудобно. Вот сейчас я открываю, ну, в принципе, может быть и здорово. С точки зрения, как эта машина будет в эксплуатации и как они будут прятаться, ну, в принципе, может быть, для того, чтобы машина была обтекаемая, может быть, удобно. Для того, чтобы в нее никто не влез, ну, в принципе, может быть, да. Удобно. Удобно, что зеркала, еще раз я повторюсь, они очень похожи на туареговские зеркала, прям абсолютно та же форма. Здесь встроена также камера здесь 360.
То есть автомобиль по типу размера, наверное, ну, я думаю, что все-таки, наверное, ближе к новому NF Touareg. Я рядом с машиной нахожусь, вот так вот они открываются. Друзья, села я за руль, сейчас я вам скажу свои впечатления. Ну что, вот так, когда садишься, в принципе, посадка очень удобная, обзор достаточно удобный, руль удобный, он такой спортивный, как у моей X3, спортивный такой. До педали достаю легко, то есть нет такого, что я карлик. Поддержка сиденья удобная, спине удобно, подголовник удобный, высота удобная, обзор. Зеркало регулируется, никуда не упирается. У меня проблема в одном автомобиле была, что вот здесь вот упиралась, я не могла под свой рост регулировать. Обзор хороший зеркал, здесь ничего не мешает. В общем, вот так мне все нравится. Может быть, какие-то косяки бы и вышли в процессе управления, но первое впечатление у меня такое благоприятное. В общем, все нормально. Зеркальце есть, даже с подсветкой. Можно макияж поправить. Все замечательно. Поехали. Поехали. Дорогие друзья, еще раз. Дорогие друзья, как и любого мальчика, большого, взрослого мальчика, меня интересует, угадайте что, подкапотное пространство. Идемте смотреть. Идемте смотреть. Так, тут я прикрою. У нас здесь небольшой проводок, поэтому я далеко отходить не буду. Так, ищем. Как-то так. Вот оно. А двигателя-то нету. Не, ну и удобно, маленькая такая. Вот он ваш бардачок, полочка. Татьяна. Вот он ваш бардачок. Проводочек можно Тут поставить. все, что нужно, все можно залить. Есть китайские предостережения. Видимо, это что-то снимается для технического обслуживания. А двигатели где у нас? А двигатели у нас не вот еще оно полностью не закрывается в плане, что здесь сверху тоже есть пространство. То есть можно положить сумку какую-нибудь, там спортивную или еще что-то. Ну вот такая вот тут конструкция. Переходим к багажнику. Алексей, давай немножко про заднюю часть автомобиля. Есть ли у нас здесь парктроники для того, чтобы парковаться, помогать? И как открывается багажник? Да, друзья, конечно, парктроники здесь есть, они присутствуют. Помимо всего этого, здесь достаточно много систем. Здесь 12 радаров, 3 миллиметровых радара, камеры 360, то есть машину можно видеть на экране полностью. И в базовой версии здесь крышка багажника без электропривода. То есть мы ее открываем, ну, как обычного автомобиля. Ну, не в базовую можно, да, такую? Да, в версии Pro будет электрическая задняя дверка багажника и панорама. А размеры багажника сейчас нам померяет Дмитрий. Так, размеры багажника. Я полагаю, нужно мерить вот отсюда вот до сюда. Это получается у нас 102 сантиметра. Плюс еще боковые вот эти вот карманы. Значит, глубина 96-97 сантиметров. Ну, в принципе, хорошая вместительность. Высота. Немаловажный фактор у нас еще высота. Составляет 75-76 сантиметров. И под багажное пространство. И есть вот такая вот здесь ступенечка. Как в Touareg, опять с одной же, стороны напоминание. Легко доставать чемоданы, не надо приподнимать их. С другой стороны ступенечка такая есть. Вот такой у нас багажничек. Ну что, друзья, сел я за собой, специально взял рулетку, и для того, чтобы, потому что, что значит за собой, это значит сиденье настроено на меня, который сидит впереди, я сажусь на заднее сиденье, специально взял рулетку для того, чтобы люди могли посмотреть и померить до сиденья 14-15 сантиметров, то есть тут, ну, достаточно прилично, и хочу замерить рулеточкой и до потолка 10 сантиметров. Места очень много. Еще хочу сказать, потом мы вам покажем крупным планом, ручки здесь точно такие же, как у Touareg, то есть также они утоплены, потолок ровный, мягкий. Смотрите, даже есть такое местечко, куда что-то можно положить вот здесь. Бутылочку воды, тряпочку. Да. Ну, помимо того, что в дверке, есть еще вот рядом с сиденьицем, что-то можно положить.
точка. И едем дальше. Пока мы далеко не отъехали, показываю, что здесь есть камера 360, то, что мы видим. Можно переключить там вид 2D, 3D. Вот. Очень удобно. В машине тишина, включаю заднюю скорость, нажимаю газ, и машина у нас поехала. Алексей, насколько удобно вот так на ходу регулировать, вот выставлять функции? Мне кажется, Мне я не не... очень нравится. Если были бы механические крутилки или включалки, было бы приятно. Я еще не разобрался. Вот мне, допустим, жарко, хочу включить, начинаешь искать, Да, отвлекаться да, от да, да. дороги. Я вот в плане этого тоже консервативный человек. Я люблю, чтобы у меня все было вот тут механически, там, подкрутил, нажал, выставил. Вот это будет меня, наверное, очень сильно отвлекать во время движения. И во время движения у меня всегда меняются какие-то настройки. Мне хочется теплее, холоднее воздух. В общем, вот это тоже меня смущает немножко. Не знаю, как... Куда же ты летишь? Не знаю, как другие пользователи вот таких автомобилей с таким управлением вот настроек разных. Меня немножечко... Ну, может быть, это будет элемент привыкания со временем. Да, возможно, дело привычное. Ну, из плюсов очень комфортное вождение, движение. Я еще раз, 10-й раз повторюсь, я себя чувствую, как будто я еду на Volkswagen Touareg. Потому что я ездил очень много и давно, и на разных моделях. И вот ощущения именно такие. Габариты, в принципе, точно такие же. К габаритам вообще не привыкаю. К резвости вот даю полный газ. Эко-режим, ну, разгоняется плавно, но уверенно. Алексей, ну как в целом вот у тебя впечатление? Ты бы себе приобрел такой автомобиль? Или, учитывая цену, качество, ты считаешь... Я хочу какое твое сказать, что автомобиль очень комфортный, перемещаться очень замечательно. Я бы, наверное, этот автомобиль приобрел. Смотрел бы, да? Да, рассмотрел, потому что достаточно комфортный. Не знаю, надо просто посмотреть, как они будут ездить, почитать форумы, есть ли какие-то нарекания от уже пользователей этого автомобиля. По движению, по эргономике автомобиль очень комфортный, мне очень нравится. Я сел в него первый раз и езжу, как будто на нем ездил много лет. То есть в этом плане достаточно комфортно. Сейчас я попробую полный газ дать, и Дима, ты рассказывай свои впечатления. Вот сейчас мы едем 26 км в час, даю полный газ. Ну, как космолет, хорошо так прижимает. Троллейбус. Это троллейбус, да, такой. Похоже, звуки такие, как у Звуки. троллейбуса. Ну, разгоняется Ну, достаточно быстро. так. поджало в сиденье. Не сказал бы, что прям очень страшно стало. Нет, для меня непривычно, потому что меня немножко укачивает в этом автомобиле. Видимо, от резкого старта привыкать надо. Я немножко подукачалась. Ну что, друзья, мы проехали, не считая нашей 5-минутной зарядки на тесловской станции. Заряд батареи сейчас 87% у нас остался, и запас хода 332 километра. То есть, учитывая, что мы проехали километров 50, а запас в начале был 498, остался 330. То есть, естественно, данные немножко подвирают, то есть мы потратили реально больше. То есть проехали 50, а показывает, как будто мы проехали 70. То есть если ты рассчитываешь на какое-то вот четко-четко тютелька в тютельку, надо всегда иметь Да. запас по километражу, что ты можешь не добраться до зарядки, да? Ты это имеешь в виду? Да, именно это, и либо ехать в эко-режиме, то есть, Мгм. экономить. Понятно. 5 años de garantía, Ага. ¿vale? Y para las baterías, 8 años. Ага. Автомобиль имеет 5 лет гарантии и 8 лет на батарее. A ver, Más o no, menos. es que no es un precio... Кристиан, менеджер автосалона, который предоставил нам на обзор автомобиль iWays U5, рассказал о преимуществах обслуживания батарей. Срок гарантии батарей составляет 8 лет, то есть в эти 8 лет вы полностью освобождены от уплаты за ремонт этих батарей. Таким образом, батареи являются ремонтопригодными, то есть не обязательно каждый раз менять на новые батареи. На мой вопрос о стоимости обслуживания батарей через 8 лет, Кристиан ответил, что через 8-10 лет, скорее всего, цены на батареи упадут, соответственно, ремонт батарей будет гораздо ниже, чем сейчас. En la zona azul pueden aparcar en todas las Sí, gratis, gratis. Sí, en principio, por lo general se va a imponer en todas. En Elche ya está desde hace 5 años. В Эльче уже 5 лет, а так вообще во всех городах, в синих зонах можно парковаться бесплатно на электромобилях, плюс еще на 75% меньше налог.
А в конце видео, друзья, я хочу рассчитать маршрут, если мы собираемся в длительную поездку, и как запланировать так, чтобы зарядки проходили именно в тех местах, когда будет заканчиваться заряд аккумулятора. Для этого я использую очень интересную программу, называется Better Road Planner. Ссылочку мы обязательно оставим под видео. Эта программка характерна тем, что можно выбрать автомобиль, выбрать батарею, скорость движения, сколько вы хотите сделать остановок, какой трафик в реальном времени или нет, какие дорожные условия, уровень заряда при выезде, там можете выставить, там у вас заряженный или не заряженный автомобиль, какие дорожные условия будут, ветер, погода, загрузка. То есть очень-очень много данных можно ввести. Затем выбираете маршрут откуда куда. Я выбираю из Орелы Коста в Андорра де Велью. И у нас получилось, что вот утренние часы, маршрут составляет 679 километров, за 8 часов можно проехать, при этом потратив час 30 на 3 подзарядки. Но опять же, я повторюсь, это утреннее время, в момент пробок. Я делал несколько раз, задавал эти параметры, и в разное время маршрут и стоимость были абсолютно разные. Стоимость поездки с учетом 3 зарядок составила 40 евро, это учитывая опять же утреннее время. Ну, а днем может быть до 20 евро, значительно дешевле. Это был обзор автомобиля iWays U5. Если вам понравилось наше видео, поддержите его, как обычно, лайком. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписан. Наша почта, как всегда, в описании к этому ролику. Всем удачи, добра, хороших дорог. С вами Татьяна, Алексей, Дмитрий и Станислав. Пока-пока. Встретимся в новых наших роликах.